Всем привет! Мир К-поп снова потрясло неожиданное открытие. Почему Тэйон вдруг выразил сожаление по поводу решения HYBE? И почему Чингук ответил таким неожиданным шагом, что фанаты по всему миру остались в недоумении? Станет ли это началом поворотного момента не только для BTS, но и для мировой музыкальной индустрии, которую они сформировали своим влиянием? Вопросы громкие, эмоции еще громче, и буря вокруг этого скандала не собирается утихать. Сообщения о BTS всегда вызывают волну общественного резонанса, но последнее событие вызвало возмущение у ARMY. По данным различных источников, Тэйон, известный своей глубокой преданностью и зачастую осторожным подходом к деликатным вопросам, на этот раз не смог сдержать эмоций после того, что многие называют решением HYBE, имеющим долгосрочные последствия для BTS и их участников. Его сожаление прозвучало не в официальном заявлении или пресс-релизе, а в тонких словах, жестах и разочаровании, настолько ощутимом, что его невозможно игнорировать. Это откровение сразу же вызвало множество спекуляций. Что же именно в решении Тэйона так потрясло его? Сожаление выходит за рамки личных эмоций. Наблюдатели отмечают, что беспокойство Тэйона, похоже, связано с более широким конфликтом между свободой творчества и корпоративным контролем. BTS годами были символом творческой свободы, глобального культурного обмена и способности находить общий язык с миллионами людей через свою искренность. Однако, по мере того, как HYBE продолжает расширять свою бизнес-империю, давние поклонники задаются вопросом, не затмевают ли человеческие качества BTS требования индустрии, одержимой прибылью. Таким образом, сожаление Тэйона – это не просто личная проблема, но и символический момент, представляющий борьбу каждого артиста, находящегося между страстью и давлением. Однако, если сожаление Тэйона само по себе вызвало шок, то именно реакция Чингука превратила этот шок в истерику. Вместо того, чтобы пойти по привычному пути молчания или осторожной дипломатии, Чингук принял настолько неожиданное решение, что даже ARMY, известные своей острой интуицией, были застигнуты врасплох. Его поступок не был ни реакцией гнева, ни актом бунта ради сенсации. Он был стратегическим, продуманным и мощным, заставив многих задуматься, не бросил ли Чингук вызов самой сути, определяющей крупнейшую в мире развлекательную компанию. Поклонники по всему миру начали анализировать все возможные смыслы действий Чингука. Его всегда считали золотым магнитом, универсальной силой, поддерживающей равновесие среди бурь. Но на этот раз он полностью изменил это равновесие. Свидетели описали его решение как безмолвное заявление, поступок, который вызвал больший резонанс, чем любое публичное объяснение. Молчание в деталях только усилило драматизм, породив бесконечные домыслы. Было ли это решение защитить Тэйона, бросить вызов стратегии HYBE или переосмыслить свою роль в будущем BTS? Последствия не заставили себя ждать. Социальные сети взорвались миллионами постов всего за несколько часов, выведя хэштеги, ключевые слова и жаркие дебаты в центр внимания всего мира. Но это было не просто обычное фандомное возбуждение. То, что возникло, стало международным разговором о власти, контроле, преданности и будущем одной из самых влиятельных групп в истории музыки. Сожаление Тэйона было воспринято как призыв к ответственности, в то время как действия Чингука были интерпретированы как прямой ответ, защита, возможно, даже предупреждение. Наблюдатели отметили, насколько атмосфера вокруг этого скандала отличалась от всего, с чем BTS сталкивались ранее. В прошлом группа переживала скандалы, споры о контрактах и личные трудности. Но эта ситуация имела гораздо большее значение. Это был уже не единичный конфликт или временное недопонимание. Она затронула основы, на которых BTS строили свою идентичность, доверие между артистом и агентством, связь между участниками и нерушимую связь с ARMY. Каждый жест, каждое молчание и каждое решение теперь рассматривались под всеобщим микроскопом. Эмоциональный накал этой ситуации нельзя недооценивать. Даже известные своей стойкостью ARMY разрывались между надеждой и горем. Многие выразили разочарование, увидев, как Тэйон сожалеет о решении, которое воспринималось как необратимое. С другой стороны, многие также испытывали огромную гордость за Чингука, описывая его неожиданный поступок как демонстрацию мужества, независимости и любви к участникам группы.
В различных онлайн-обсуждениях этот момент описывался как одновременно болезненный и вдохновляющий, парадокс, который могли создать только BTS. Однако за всей этой эмоциональной драмой кроется более глубокий вопрос: что это значит для будущего BTS? Некоторые аналитики считают, что группа вступает в новую главу, которая может включать в себя переосмысление их отношений с агентством, которое их взрастило, но также контролировало их дальнейшую судьбу. Другие утверждают, что этот скандал может сигнализировать о гораздо более серьезных изменениях в индустрии К-поп, где баланс сил между корпорациями и артистами подвергается испытанию как никогда раньше. Может ли поступок Чингука стать катализатором перемен во всей индустрии? Простых ответов нет. Но несомненно то, что раскаяние Тэйона изменило ситуацию. Его готовность демонстрировать уязвимость бросает вызов образу идеального айдола, которого часто требует К-поп. Тем временем неожиданный поступок Чингука превращает эту уязвимость в силу, заставляя как HYBE, так и публику столкнуться с неприятной правдой о преданности, доверии и цене решений, принятых за закрытыми дверями. Пока буря продолжает бушевать, одно остается неоспоримым: BTS снова оказались в центре глобального диалога, выходящего за рамки музыки. Их история всегда была о разрушении границ, и теперь, похоже, они разрушают еще одну: вопрос о том, кто на самом деле обладает властью в мире развлечений. Сочетание сожаления Тэйона и смелости Чингука создало настолько напряженный сюжет, что фанаты и критики на пределе, ожидая следующего шуга, следующего слова, следующего откровения. И, пожалуй, это самый сильный аспект. Просто выразив сожаление и приняв решение, которого никто не ожидал, Тэйон и Чингук в очередной раз доказали, что BTS — это больше, чем просто группа. Они — историческая сила. Истерия вокруг них — не просто шум фандома. Это звук смены эпох, одно решение за другим. Взрывной сюжет вокруг предполагаемого сожаления Тэйона о решении HYBE и неожиданного шуга Чингука, без сомнения, захватил мировую аудиторию. Драматизм, эмоциональный накал и бесконечные домыслы фанатов создают атмосферу, которая кажется невероятной. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что большая часть этой истерии основана на заявлениях без существенных доказательств, что делает первоначальную историю скорее дезинформацией, чем подтвержденной реальностью. Во-первых, нет прямых подтверждений того, что Тэйон когда-либо выражал сожаление по поводу какого-либо конкретного решения HYBE. Так называемое видимое разочарование и едва заметные жесты, на которые ссылаются различные источники, остаются скорее спекулятивными интерпретациями, чем задокументированными фактами. Публичные деятели, особенно артисты уровня BTS, постоянно находятся под пристальным вниманием, где каждое движение, выражение лица или молчание преувеличиваются. В данном случае идея о том, что Тэйон публично сожалел о решении компании, не основана на официальных заявлениях, документальных доказательствах или последовательных показаниях. Это скорее проекция, основанная на беспокойстве фанатов и сенсационности СМИ. То же самое относится и к заявлениям о неожиданном поступке Чингука. Хотя Чингук действительно часто делает выбор, отражающий его независимость и индивидуальность, предположение о том, что он сознательно действовал в ответ на HYBE или был напрямую связан с сожалением Тэйона, безосновательно. Толкование его действий как сопротивления или защиты в значительной степени подпитывается интернет-домыслами, а не официальными сообщениями. Без ясности со стороны самого Чингука эти истории остаются спекулятивными и даже вводящими в заблуждение. Скорость распространения подобных заявлений иллюстрирует изменчивую природу современной цифровой культуры фандома. Социальные сети раздувают слухи в беспрецедентных масштабах, позволяя домыслам превращаться в факты за считанные часы. Будучи достаточно распространенными, эти истории начинают жить собственной жизнью, подкрепляясь повторением и эмоциональным вкладом, а не доказательствами. Именно это и произошло с вирусными новостями о Тэйоне и Чингуке. Неподтвержденные заявления превратились в правду. В фандомных кругах важно осознавать психологическую подоплеку этого явления. ARMY, как один из самых преданных фандомов в мире, естественно, бурно реагирует на любую историю, связанную с участниками BTS.
Их сильная эмоциональная привязанность заставляет даже малейший намек на внутренний конфликт или корпоративное неэффективное управление немедленно вызывать массовый всплеск беспокойства, гнева и защитной преданности. Однако подобные эмоциональные реакции часто стирают грань между фактом и вымыслом, оставляя фанатов уязвимыми для манипуляций сенсационными заголовками и спекулятивными комментариями. С журналистской точки зрения, эта полемика подчеркивает опасность неоднозначных источников и эмоционального освещения событий. Первые статьи с драматичным акцентом преподносили сожаление Тэйона и неожиданный шаг Чингука, но не содержали конкретных доказательств, подтвержденных показаний или официальных заявлений. Этот тип репортажей процветает за счет привлекательности кликбейта, призванного привлечь внимание и вовлечь аудиторию, а не донести до людей достоверную информацию. Хотя это эффективно для разжигания дискуссий, в конечном итоге это подрывает доверие и вводит в заблуждение ту самую аудиторию, которую стремится привлечь. Кроме того, важно учитывать культурный контекст. В Южной Корее, где базируются BTS и HYBE, вопросы, связанные с айдолами и их агентствами, крайне деликатны. Выражения сожаления или признаки недовольства редко озвучиваются на публичных форумах из-за строгих договорных, культурных и репутационных соображений. Публичное выражение сожаления Тэйоном таким образом стало бы серьезным нарушением прецедента, которое почти наверняка было бы задокументировано авторитетными отечественными СМИ. Отсутствие таких документов убедительно свидетельствует о том, что эти заявления преувеличены или полностью сфабрикованы. Более широким последствием этой дезинформации является подрыв доверия. Когда подобные истории набирают обороты без доказательств, они разрушают отношения между артистами, агентствами и поклонниками. Ложные истории создают ненужную панику, подавляют общественное восприятие и рискуют затмить достижения, которые изначально сделали BTS мировым феноменом. Для группы, которая потратила более десятилетия на завоевание доверия благодаря своей искренности и упорному труду, подобные вводящие в заблуждение истории не только неверны, но и несправедливы. Однако стойкость BTS и ARMY остается очевидной.